Здравствуйте! Сегодня мы в Польше. Сейчас едем улицами города Вроцлава, а направляемся в польский город Краков. Краков когда-то был столицей Польши, теперь это столица воеводства Малопольша. Краков второй по населению и по площади город Польши, находится на юге Польши и лежит на берегах реки Висла. Вот это уже улица Кракова, мы приехали и начинаем знакомиться с городом. Краков – это прежде всего коронационный город. Именно здесь покоятся польские короли. Название города происходит от личного имени Крак, основатель или владетель крепости. По легенде, это князь, который правил в VI-VII веках. Центр Кракова не был разрушен во время Второй мировой войны. Многие из первых переселенцев были немцами, и Гитлер считал, что Краков был изначально немецким городом и должен был возвращен немцам в целости и сохранности. Мы в городе Краков впервые, и на знакомство с городом у нас всего час-полтора, максимум 2 часа. Поэтому хочется все успеть, но времени очень мало. Идем краковскими улицами, замечаем что-то интересное, отмечаем какие-то особенности, обязательно останавливаемся, идем не спеша, делаем видео. И поскольку очень мало времени, то спешим. В сердце любого города это на главную рыночную площадь. Краков, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, выделяется прежде всего своей главной площадью. Вот мы уже подошли на эту площадь. Эта площадь также известна как Старая рыночная площадь. Это крупнейшая средневековая площадь в Европе. И первое, что мы видим на этой площади, запряженные пары в повозке лошадей. Они стоят на площади, ожидая своей очереди, чтобы подхватить очередного туриста. Эти благороднейшие животные с длинными холеными гривами и хвостами здесь запрягаются парами. Их с раннего детства учат работать вместе. И если вдруг, не дай бог, кто-то из копытных по какой-то причине не сможет выйти на службу, менять придется обоих. Вот такая длинная очередь. И пока немного желающих, но на улице очень жарко, возможно, туристы еще появятся, конечно же. И вот над площадью, рассекая жаркий воздух, летают голуби. Перед нами суконные ряды, а слева мы видим Мариатский костел. Суконные ряды – это торговое здание эпохи Возрождения. В 2057 году король Борислав V Стыдливый построил из камня посреди рыночной площади двойной ряд суконных торговых заведений. Сейчас здесь можно приобрести сувениры, связанные с городом Краков, изделия ручной работы, ювелирные изделия, изделия из стекла, дерева, кружева и так далее, и так далее. На верхних этажах располагается галерея польского искусства XIX века. С 1978 года суконные ряды в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. А мы сейчас пройдем сквозь эти суконные ряды и окажемся на другой стороне крупнейшей средневековой площади Европы. Сейчас мы увидим памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, вот он прямо перед нами, а слева Мариатский костел. Он был возведен в XIV веке в готическом стиле, и у него есть характерная особенность. 2 башни имеют разную высоту. Силуэт костела занимает доминирующее положение на площади главного рынка. За суконными рядами мы увидели базилику Святой Троицы. Вот так вот она выглядит. Это римско-католический костел, один из крупнейших в Кракове. Он был основан в XIII веке как приходской.
возле первого крупного городского рынка, выполнен в романском стиле. Вход в костел ведет через неоготическую крыпту, украшенную рельефными изображениями людей, птиц, животных. В костеле обращают на себя внимание резные исповедальни с искусной резьбой. Их очень много. Костел окружен кольцом капел. Вот мы видим орган. И сейчас будет виден главный алтарь. Слева возле алтаря захоронен князь Краковский, Лешек II Черный. Он умер в 1288 году. Орган был установлен в 1890 году. Он является ценным образцом романтического органостроительства, потому что до сих пор сохранил свою изначальную звуковую концепцию. В базилике Святой Троицы почти никого нет, очень тихо, поэтому мы наслаждаемся и красотой, и тишиной. А мы уже возвращаемся на автомобильную стоянку, идем по улицам, проходим кафе, бары. И не могла не задержать взгляд вот на этой фуксии. Такие они красивые, легкий такой ветерок. И вот эти цветы напоминают мне просто экзотических птиц, которые легко, красиво порхают и создают хорошее настроение. Мы прошли через парк. И в парке увидели вот такой гусячий киоск с гусями. Они такие милые, мягкие, пушистые. Так и хочется их погладить, потрогать. И они говорят: приезжайте к нам еще в город Краков, мы вас ждем. У нас очень красивый город. Мы с этим согласны. Может быть, и вернемся когда-нибудь.